Окей, let's go. Всем здоров, народ. Сегодня посмотрим на котеечку, где получилось выдать 50 убийств. Она была довольно затяжная, такая неприятная, сложненькая. Поэтому, соответственно, так долго мы играли, 50 киллов вышло. Начал эту котейку я за Тони Старка, за Тони Сопрано. На самом деле, довольно неприятный такой перс, чтобы просто проспамить бэклайн, возможно, убить какого-то хила, либо заставить их потерять позиционку. И если у противника нет хитскана, ну, по типу вдовы, там, я не знаю, Хелла, то играть за него очень приятно, ты просто летаешь, тебя никто не трогает. Сейчас у противника был и Зимний Солдат, и Хелла. Ну, вот за Зимнего, конечно, тяжеловато прям по Айронмену стрелять, но вот за Хеллу одно удовольствие. Убивать Айронмена. Хелла, опять же, все еще с сезонным бонусом к урону в 20%, то есть там, да, буквально 3-4 тычки на нас убивает, если в голову попадает, то вообще 2 тычки достаточно, голова тела. Вот. Но противники как-то действительно не слаженно сработали, поэтому очень быстро получилось их пропушить прямо со старта. У нас никто не умер, и очень хорошо здесь Тони зашел. Поэтому, если что, можете пользоваться, брать Тони Старка на старт, по крайней мере. Если понимаете, что там контрпиков много или тяжело играть, просто репикайте на другого персонажа и все. Но вот именно на старте его взять, чтобы пропушить, довольно неплохо и часто так получается сделать. Я вообще за него играю второй раз, буквально, или даже первый. Персонаж абсолютно несложный. Просто прочитайте обилки, еще делают, и все, и у вас все будет в шоколаде. Вот так вот заповорапались и просто сожгли лучом вражеского танка. Потому что, опять же, акуленка напрягала моя пантера. Тудой-сюдой. Получилось танка убить. Танка нет, все, можно пушить. Здесь, конечно, меня стирает вражеский Айронмен. Тоже решил его взять, а-ля контрпикнуть меня. Ну, конечно, я мог ультануть изначально и потом уже репикнуть. Но как-то, я не знаю, не захотел время терять. Сразу решил взять Старлорда. Опять же, потому что мы вот так вот можем сделать больно Айронмену вражескому, хорошо получается его убить. И ульта Старлорда, конечно, максимально приятная, чтобы, опять же, упороться во вражеский бэклайн и очень быстро стереть там парочку героев, саппортов, не саппортов. Если у вражеских саппортов нету ультимейта во время вашей ульты, то считайте это гарантированные киллы просто абсолютно. Вы нажимаете ульту, у вас активируется aim-ассист, и вы стираете вражеских сапов буквально за секунды. Но здесь, кстати, и без ульты мы спокойно их дайвим, опять же. Слишком агрессивно играет Пенни Спаркер вражеский. Она уже второй раз умирает просто так. Ну и вот посмотрите, да, мы просто не даем жизни вражескому Айронмену. Можно еще вот так вот за ним улететь, упороться. Но, блин, какая неудача, у меня была перезарядка. Поэтому не хватило его пробить дэмэджа. Он успел добежать до хилки, но тем не менее мы его все равно забираем. Бейком опять же к своей команде под хиллоу. И здесь остается уже не так много вражин. Хотя на самом-то деле у нас тоже немного персонажей. Здесь ультует вражеский акуленок. Я понимаю, что вот он мой звездный час. Я ради этого Старлорда и пикал. Вражеская акула ультанула, мы к нему присосались на им-ассисте, убили, не дали завалить всю мою команду. Соответственно, сейчас мы должны уже этот объект дотащить до контрольной точки, потому что у меня еще и рез есть у моего тиммейта. Вообще отлично получилось. И опять же остается только вражеский Пенни Спаркер с 2 хилами под задницей, но точку они упустили. Мы второй поинт достигли, соответственно, наша миссия выполнена. Идет вражеский ультимейт от Пенни, хотя на самом-то деле он здесь потрачен впустую. Если бы она нажала его чуть раньше, чтобы не дать нам точку заколабить, дотащить, это было бы понятно. Но вот смысл выдавать ультимейт, когда уже проигран, по сути, важнейший файт для них, не знаю, непонятно. Но это было такое решение, не совсем взвешенное. И здесь, опять же, мы сноуболим. Враги играют очень разрозненно, поэтому мы спокойно убиваем одного, второго, третьего, просто по одному за ними приходим. Всех их практически без какого-то сопротивления уничтожаем. И даже ульта Хеллы здесь также является бессмысленной. Не могут регрупнуться оппоненты, на самом-то деле это одна из чистейших и самых грубейших ошибок вообще в целом в подобной игре а-ля Overwatch. Первая грубая ошибка — это давать ультимейты впустую, тогда, когда они не нужны. Вторая грубая ошибка — это не регруппаться и по одному бегать и фидить. Поэтому в идеале нам сейчас убить вражеских игроков еще один разок. Кстати, хорошо получается здесь моей Хеллой добить Зимнего Солдата во время его ультимейта. По сути, мы их можем здесь продавить, запушить, если у наших челоу есть ультимейт, и они не будут фидить. Но слишком нагло играет моя хилка, подходит, умирает. Также умирает мой второй лекарь, и мы остаемся здесь без хилоу. Плюс еще ультует вражеская акула. Я понимаю, что все, тут надо улетать. Давайте спасемся. Вот скажите мне, считаете ли вы адекватным то, что не видно вообще никак визуально ульту вражеской акулы? То есть ты видишь ульту, вот эту зону, когда он уже нажал ЛКМ, чтобы тебя съесть. А вот наведение ультимейта акулы ты не видишь. Вообще никак визуально это не прорисовывается, анимации никакой нет. Как будто бы это слишком неадекватно, разве нет? Ты должен видеть этот круг, пока он плывет на тебя.
И потом, когда он нажимает ЛКМ, тоже должен видеть круг. Ну, хз, такая странная довольно ситуация. Но опять же, куда он лезет, я не знаю, мы его просто стираем. Кстати, не забывайте, что на Старлорде Ешку можно отменять. Ну, Ешка — это спелл, когда вы раскручиваетесь и как вал из Диабло начинаете просто стрелять во всех вокруг. Если вы нажали этот спелл, можно нажать его еще раз и просто отменить. Опять же, чтобы не терять время, если он вам больше не нужен. Здесь моя ульта улетает, по сути, в молоко. Довольно не повезло, в том плане, что вражеская хилка также нажала ультимейт во время моего ультимейта. Но она нажала, знаете, вот она не среагировала на мою ульту, а просто мы, по сути, одновременно с ней класснули ультимейт, и поэтому не повезло. Но, тем не менее, все равно мы пробиваем оппонентов. Очень хорошо их сейчас вайпаем. Добить Хеллу нужно, потом добить Мантис и вернуться на поинт, и все. И GG. Ну где мои тиммейты? Где же моя Пантера и мой Магнето? Они стоят возле вражеского респа. Зачем-то. Ну просто вот зачем-то встали возле вражеского респа. Идея понятна. Они типа хотят после реса врагов их задержать. Но они этого, во-первых, не смогут сделать, даже если захотят. А во-вторых, у нас на поинте была вражеская просто... анимешка. Сайлок, которая убила сначала двух моих саппортов, а потом меня еще, потому что я был ЛХПшный, просто подошла, мне 2000 дала и все. Из-за этого мы поинт не дотащили. Сейчас даже если ультимейты какие-то у нас будут, мы уже, знаете, такие, опять же, регруппнутые, ну, точнее, наоборот, разрозненные. Нас по одному также убивают, стирают, все, очередная смерть, и, скорее всего, мы уже не успеем. Там остается 20 секунд, я просто репикаю, знаете, такой отчаянный репик. Последние надежды, последние потуги, чтобы что-то сделать. Ну вот, короче, такая максимально неприятная ситуация. Осталось просто затащить буквально 3 метра. Все, что нужно было сделать, это после убийства вражеской Мантис, моей Пантере и моему танку на Магнето просто вернулся на поинт, чтобы, во-первых, его быстрее тащить, а во-вторых, чтобы, ну, даже в случае того, вот как нахождение оппонента там, мы бы все равно убили эту Сайлок быстренько. Даже если бы она меня успела забрать, они бы разменялись и дотащили бы объект. Ну, скорее всего, с вероятностью 80% они бы успели дотащить его до финальной точки. Ну, или, по крайней мере, протащили бы его практически в упор, что тоже было бы выгоднее. А так вот у нас 108 метров и тильт в команде после такой вот неприятной ситуации, конечно же, будет присутствовать. Но теперь будем дефаться. Решил начать деф за зимнего солдата. Довольно приятно, можно кого-то хукнуть просто всегда здесь, убить. Вот, и, соответственно, тем самым выиграть время дополнительно. Ну и плюс, опять же, от дефа очень приятно играть. Стоишь от третьего лица, начекиваешь оппонента, и когда он подходит слишком близко там, да, вот на дистанцию хукаешь, шифтуешься, убиваешься. Довольно все просто. Но, я не знаю, у меня стоит Локи прямо за спиной. Почему он не захилил своим ауешным хилом, тоже непонятно. Короче, меня убили, я резнулся, прибежал обратно. Немножечко скипнул время, когда я бежал. Нас давят очень сильно. Не хватает нам возможности здесь как-то выжить. Я хукаю хилку на последних моментах, убиваю его хедшотом, хорошо. Также убиваю вражескую Хеллу, но хватит ли нам? Нет, нам ни хрена не хватит, потому что слишком мало тиммейтов на точке остается. Я в тильте репикаю на лунного рыцаря этого. Муннайта. Довольно... Короче, говорю, сложная каточка, потому что вот после того, как мы потерпели неудачу в первом раунде, да, такую тупую максимальную ошибку допустили, не дотащили поинт. Все, команда затильтилась. И после этого довольно тяжело вернуться прям в свою финальную мощную кондицию. Сложно вернуться и как-то пытаться дальше играть на 100% от своего скилла. Но, тем не менее, мы не отчаиваемся. Мунайта я взял, потому что они довольно кучно играют. Здесь пытаюсь как-то их через, опять же, его сюрикены, прыгающие по врагам, как глейвы луны, дамажить. Сейчас будет симпатичный момент, по-моему. Ультимейт, и туда просто стяжечку вот так вот бам-бам-бим-бим, о май гад, шиш, сколько же дэмэджа. Приятно, когда за Муннайта выдается выдать хороший ультимейт, очень сложно, он реализуемый. Реально, попасть ультой, чтобы кого-то убить, это прямо редкость за такого персонажа, потому что из нее просто все выбегают, обычно. Но здесь, конечно, и через портал, через 2 ульты нас продавливают. И решил взять ульямку. Я поиграл вообще за всех чаров практически, да, в течение данного матча. Телепорт, тычечка, рывок, тычечка. Выбиваем ультимейт с вражеской хилки и уйти назад. Хорошо. Все, пик уже оправдан. Уже оправдан пик, уже выбили ультимейт с вражеской хилки. Почему бы и нет? Нормально. Такие тильтовые катки пытаешься всегда репикать. Потому что кажется, что вот ты репикнешь, и что-то поменяется. Хотя надо просто, по сути, как-то заколабиться с командой. Вот здесь вот не нажал рывок в Мантису. Мог бы ее убить на самом-то деле, но она тоже выдает ультимейт, поэтому нормально. И возвращаемся на нашего любимца, на нашего Тони.
Посмотри, насколько приятно за него играть, когда враги просто кучно стоят. Ты туда спамишь ЛКМ, даже не особо нужно целиться. В толпу закидываешь ЛКМ, и все, и дэмэджа до хрена выдаешь. Опять же, под усилением, под ешкой. Дамага там реально солидное количество вылетает. Всегда. Ну и как будто бы здесь нужно оставаться уже на Железном Человеке. Здесь такие коридорные... Карта коридорного типа сейчас. Вот это ее отрезок. За него будет довольно легко спамить ЛКМ. Опять же, просто вот в эти все комнатушки. Спокойно дамажить саппортов. Спокойно дамажить вражескую сайлок, если она где-то загуляет и так далее. Под пауэрапом попытался пробить Стрэнджа. И вот здесь хороший момент. Смотри, Мантиса нажимает ультимейт, но это не ультимейт Луны, и ты можешь ее шотнуть просто. Я, кстати, не уверен, можно ли шотнуть Луну под ее ультимейтом. Возможно, нет. Я не уверен, не проверял. Но вот Мантису шотнуть 100% можно. Я этим воспользовался и просто, по сути, своим ультимейтом сбил ее ультимейт, убил Мантису и спокойно после этого добиваем вражескую тиму. Здесь как-то не совладал я со стрейфами вражеской сайлок. Как-то она странно начала двигаться. Я думал, она сразу shift нажмет, поэтому наперед давал свой ЛКМ. Но она решила сделать по-другому. И вот у нее накопился ультимейт. После ульты в идеале ее убить. Чуть-чуть не хватает дэмэджа, мне на нее буквально там 5 хп у нее остается. Она меня убивает, окей. Резнулся, вернулся обратно. Враги тоже решили взять Ульянку. Там какой-то чел, который копирует моих героев, я не знаю. Такое ощущение. Но здесь не его день, ему не повезло. Ульянку мы просто за 2 или за 3 выстрела в упор убиваем. Под пауэрапом на Тони Старке. Ну и по сути нам осталось всего лишь 1 минуту задефаться. У нас все еще впереди, шансики есть. Скоро у меня будет ульта, ну как скоро, 40% еще нужно накопить. Но как будто бы у нас все хорошо на самом-то деле. Текущий пик наш мне нравится. И опять же, из этих коридоров очень легко за вот Железного Человека делать вот так. Просто стреляешь туда ЛКМом и убиваешь врага. Здесь куда-то давит, короче, вражеская Пенни Паркер. Не знаю, почему Луна не переключилась на хил, она решила ее усилять дальше. Но, видимо, тильт теперь уже и у оппонентов приключился. А значит, у нас дела в шоколаде. 25 секунд, навряд ли они успеют что-то сделать. Моя пантера уже боевой клич выдает победный практически. Но нужно 15 секунд доиграть, нельзя. Здесь как-то, сломя голову, лететь во врагов. Откатывается ультимейт, я понимаю. Надо делать! Дядя, делай! God damn. Минус 2 хила просто автоматом. Good job, говорит мой пантерка. Кстати, также получилось снова убить вражескую хилку под ее ультой. Ну и тем не менее, да, здесь мы побеждаем. 50 киллов. 50 на 15. Смертей, конечно, много, но реально было тяжело играть, потому что у нас был всего лишь 1 танк. И как-то вот себя всегда фокусили вражеские игроки. Не могут не фокусить, когда танков мало. Поэтому да, смертей многовато. Но по сути каточка такая приятная. Сквозь тернии к звездам. Через тильт, через все. Все-таки с Тимой нормально по итогу заколабились и успели вырвать победку. Бой на платине, кстати, был. Вот такая вот суета, народ.